Всем доброго вечера, друзья мои. Итак, продолжаем с вами предсказания на 2026 год. Я решила за эти дни все снять. Это как долг супружеский отдать. Потому что начало года, информации очень много приходит таким людям, как я. Нужно это фильтровать, чтобы слишком много, не было мелочей, потому что люди могут не запомнить это все. Нужны основные события, чтобы знать, как себя вести. Но вначале я вам советую посмотреть предсказание 2026 на моем канале, естественно. На основном канале, на «Ведьмина изба 2». Значит, год люта, волколака. Чтобы понять, что ждать в этом году и что будет. Россия, регионы, кому интересно. Теперь вот СНГ. Страны постсоветского пространства, те, которые входят в СНГ, которые уже отошли в любом случае из бывшего Советского Союза. Начнем. Перед вами великанша Скади из кельтской мифологии. И не зря она здесь находится. Наши бывшие республики Советского Союза, каждый из них считает себя великаншей. А на самом деле в роли Скади совершенно иная страна выступает. Та, которая создает атмосферу и погоду в регионе. Это Россия. Так что вот она перед вами. А теперь о вас поговорим. Что происходит? Изначально сразу скажу, что про Армению я говорить ничего не буду. Абсолютно. Я даже помнить их не хочу. Прошу не задавать мне вопросы. Я не хочу о ней знать. Я никогда туда не поеду. Я не считаю себя частью того народа, который там обитает. И они не имеют никакого отношения к армянскому народу. Может, 10% остались еще люди. И все. Поэтому я не буду говорить про эту страну. Она для меня уже потеряна, и я ее не признаю своей родиной больше. Так просто воспоминание. Историческая родина когда-то. После того, как эти люди спокойно предали память павших, спокойно продали часть своей родины, жрут, пьют, веселятся и хвалят предателя, они для меня мертвая плоть. Я их больше не хочу знать. И помнить не хочу, и думать не хочу. И они для меня умерли. И я поставила крест и забыла об их существовании. Я была частью армянского народа, и я останусь. Моя генетика, она есть и будет. И я горжусь, потому что это один из древних народов мира и достойных народов мира. Но вот этот отход, который там живет, он к армянскому народу никакого отношения не имеет. А для отхода я тратить время не хочу. Идите спросите у своего Никола, какое будущее вас ожидает. Он пусть вам напророчит и скажет. На этом все. Итак, начнем. Беларусь. Кадровые изменения. Конечно, Беларусь тоже коснется. В общем и целом, все, что происходит, будет происходить в мире. В Белоруссии будут пытаться организовать революцию. Будут собирать молодежь. Если ваши дети в этом всем
поучаствуют, или вы узнаете, что они с кем-то переписываются, что они собираются где-то в каких-то группах, поговорите с вашими детьми. Батька не святой человек, но он человек хозяйственный. Он любит свою страну. И если приведут прозападного агента своего, пиши пропало. Хочу, чтобы вы знали, во время войны те, которые служили полицаями у немцев, позже сбежали на Запад. Те, которые участвовали в расстрелах людей, карательных отрядах Герливангера, те, которые сожгли Хатынь, сожгли, по-моему, Ома, называлось большое селение. 3 раза больше, чем Хатынь. Таких Хатыней было сотни. Те, которые испробовали на людях определенные вирусы, загнав их за колючей проволокой на большой территории, где они обнесли это колючей проволокой и заразили этих людей, в надежде на то, что наши войска не пройдут. Испугаются заразы этой. Испугаются, не пройдут. Они себя обезопасили. Загнали женщин, детей, стариков, загнали в эту зону, закрыли колючей проволокой, где не было ни поесть, нигде поспать. Зимнее время, слякоть, грязь, холод, многие умирали. Это был ад. Но фашисты, они не учли одного фактора, что по ту сторону колючей проволоки их родные люди. Они-то посчитали, что они сами же не пройдут через зараженных, но они забыли, что это родные люди были, понимаете, свои, белорусы, русские, другие национальности. Их не очень так много было, в основном были белорусы. Наши войска прорвали вот это вот кольцо, забрали людей, и почти 80% удалось спасти. Ну, кроме тех, кто там погиб, конечно, кого не успели вывести. Работали день и ночь врачи, спасали жизни этих несчастных людей. Это самое жестокое просто, что можно было подумать и придумать. Конечно, все республики, которые, ну и в основном Россия, территория, которая подверглась нападению фашистской Германии, она пострадала. Но более жесточайшее, что можно себе представить, прошли белорусы. И вот те, которые служили в этих карательных отрядах, которых не успели поставить к стенке, они убежали на Запад и создали правительство Белоруссии в изгнании. Называется «Свободная Белоруссия». Ну, что-то из ряда окраинной вот их организации. И вот эти вот товарищи, которые дерутся за кассу, друг у друга вырывая вот это главенство, это они постоянно вносят на рассмотрение разных комиссий Запада об освобождении Белоруссии, о свободе, о западных ценностях, которые надо внедрить в Беларусь. И если в Беларуси организуют вот такие вот восстания, это вот они оттуда. Те самые убежавшие туда полицаи, их дети, внуки, которые образовали какую-то, в общем, белорусскую общину в изгнании. Конечно же, Запад заинтересован им помочь и внедрить сюда, чтобы вот эти вот черноземная почва Беларуси была отвезена к ним точно так же, как и всю Украину они вывезли. Понимаете, поэтому вот этот год бунтов, этот год революции, этот год
значит, недовольство народа, постоянных каких-то стычек и прочее, в Беларуси это тоже ожидается. Ожидается покушение на людей в погонах, аресты ожидаются, поджоги, хулиганство. Неспокойный год. Будьте всегда начеку. Еще почему-то, как ни странно, почему говорю не странно, потому что для Беларуси это немножко нонсенс за последние годы, но очень сильно усилится воровство в селениях. Не оставлять своих пожилых родителей без своего внимания. Поставьте им решетки, хорошие двери, потому что участится воровство. Я хочу сказать, это те самые товарищи, которых приютили из Незалежной. Уж извините вы меня, но оттуда не самые лучшие представители уходят туда, в Беларусь, еще куда-нибудь, понимаете? И раскачивать эту лодку они будут. Антироссийские настроения будут подниматься. Не очень, именно в этом отношении, очень такой напряженный, непростой год. Но что касается хозяйства, имущества, сельского хозяйства, очень урожайный год. Откроется 2 завода по производству бытовой техники и прочее. Не успевают. Рабочие места откроются для молодежи. Курсы бесплатные водителей, там, трактористов и прочее, потому что будут нуждаться в них. Острая нехватка. Но вот это нашествие саранчи, она Беларусь тоже заденет. Правда, вовремя успеют, но несколько полей, конечно, будет съедено. Свадеб очень много. Невзирая на то, что это не самый благоприятный год, конечно, для женитьбы. Но много, прямо молодые люди, которые будут писать заявление в ЗАГС, они прям столкнутся с огромными очередями. Не будут успевать их венчать. Вот вы все время будете видеть постоянно свадебные вот эти вот церемонии. То есть у ЗАГСов постоянно, беспрерывно, в день по 3-4 раза вот свадьбы. Такой богатый на свадьбы год. В Беларуси с кошками начнется проблема. Рождаемость кошек, уличных кошек, вообще кошек. Огромное количество просто котов появится на улицах. И откроется несколько новых этих приютов, но не будут успевать, будут раздавать населению кошек, просить забирать и так далее. Вот увидите, 26-й год богатый на кошек, а еще богатый на медведей. Кстати говоря, скорее всего, с польской границы, с этих лесов. Постоянно собак забирайте, особенно, такое время. Зимой это не очень страшно, потому что шатунов мало бывает, но летний период, когда они уже проснутся, забирайте собак, запирайте по ночам. Ну и днем тоже, наверное, будьте более предусмотрительны, осторожны, кто живет рядом с лесом. Лоси будут выходить прям в города. Тоже рождаемость большая, а корм им всем нужно. То есть они не будут, не успевает природа столько им дать еды, потому что потомство большое. Будут выходить к людям. Точно так же зайцы, лисы. Огромное просто нашествие. И вот весь год будут снимать сюжеты все время.
о том, что вот лис полно, зайцев полно, там волков, медведей и так далее. Что все время выходит к людям, все время люди это видят, фотографируют. И будьте осторожны ходить в лес. Без никого, во-первых. И, скажем, с детьми маленькими, собаками. Я не рекомендую в этом году, ну прям, как вам сказать, ну есть только вот есть такое... Бывают такие машины, как дома на колесах, оборудованные, все, если на этом поехать и как бы остановиться, закрыться там, да, и безопасно провести время. И много людей, они не подходят. А вот если один человек сам пойдет, к сожалению, я боюсь, что в лесах много кто потеряется. И будут находить потом позже намного. Все, что от человека осталось. Это Беларусь. Цены на продукты упадут значительно. На мясо, на молоко. В принципе, это в основном сельское хозяйство Беларусь, это в основном селение. Большие города и селения, вот сельское население. Поэтому они как-то так особо не нуждаются, но в любом случае и новый рынок появится среди стран СНГ, новые рынки будут открываться, чтобы возить эту продукцию, потому что избыток продукции нужно будет продавать. Но, естественно, из-за того, что избыток, цена падает, сами понимаете, это так вот, закон рынка. Новые сорта деревьев. Новые сорта, в частности, груши. Сначала такое в теплицах будут сажать, потому что, ну, чтобы она привыкла к почве. Виноградники будут поощрять, сажать виноградники, откроется... У вас есть, конечно, винодельня, но еще одно откроется на основе более старой винодельни. Она либо восстановится, либо что-то в этом роде. Рядом с рекой такой, небольшой рекой, ну прям речушкой не назвать, ну так, средних размеров река. Рядом с этой рекой была когда-то винодельня одной богатой семьи. И оно откроется. Вот пока не забыла сказать, в этом году будут модные вот такие украшения, как вам сказать, не брошь, а как бы не на шею надевать цепочку, а закреплять с двух сторон, вот как галстуки, вот что-то в этом роде. То есть на закрепках этих, вот такие украшения. То есть цепочка, украшение, да, на шею, но она не надевается, а крепится к одежде. Прям вот мода пойдет с большими камнями, натуральными камнями, там полудрагоценными, драгоценными, у кого какая возможность. Но много, вот заметьте, в этом году будет такое на этих крепежках. Пока помню сказать. Год Радзивиллов. Те крепости, города, там их владения, где они были, потому что половина они там были, эти владения Радзивиллов на территории Беларуси, на территории Литвы, там Польши, они богатые, знаменитое было семейство. И вот на их замках еще реконструкция еще одного замка, их какого-то селения, вот что-то связано с этой фамилией опять выплывет. Может, фильм снимут новый. Может, даже назовут «Белая дама». Если кто не знает, есть такая легенда, что душа Варвары Радзивилл бродит в застенках замка, и если кто-то ее увидел, в общем, это к несчастью. Она вся в белом там бродит. Вот. Может быть, вот какой-то, знаете,
исторический или фильм, или документальный цикл, не знаю. Но вот именно с Радзивиллами связанное будет весь год. Вот про них то одно найдут, то второе, то экскурсии какие-то. Почему-то вот нацелены на эту фамилию известную. Придет момент, поймете. Проверки в школах, увольнение учителей многих из-за профнепригодности. Родители будут жаловаться. Так что школьная реформа будет в Беларуси. И очень прям жестко. Комиссию какую-то назначат проверять знания учителей. Чрезмерно много случайных людей в школах Беларуси сейчас преподают. Людей, которые профессионалами не назвать. В принципе, вот все, что будет в Беларуси, собственно говоря, нет, не пройдет этот бунт, революция, она не пройдет, конечно. Но дабы ваши дети не пострадали, садитесь и покажите им историю тех, кто, предав свою нацию, убежал после войны на Запад, чтобы они понимали, откуда ветер дует. И называется это БНР. Белорусская Народная Республика. Так назвались дети и внуки полицаев, которые имели надежду когда-нибудь вернуться назад и продолжить то, что они сделали в 40-е годы со своим народом. Откройте цикл «Прокуроры». Я несколько раз делилась этим. И посмотрите то зверство, которое творили они со своим народом. И эти люди, с позволения сказать, которых Запад не выдал, хотя требовали и Сталин, и позже многие, вот эти двуногие, которые сожгли полстраны, уничтожили свой народ страшным образом. И оттуда все время подают голос. И все время финансируемые вот этими спецслужбами англосаксов в основном рвутся к власти в Беларуси. Это мировая политика. Каждая сверхдержава хочет поставить своего человека на том месте, где ему выгодно. Так надо. Так легче грабить страну, так легче подчинить. В нужный момент там ресурсы можно взять. Если начать войну, то эта страна обеспечит тыл, понимаете? Поэтому в древние времена, если старались и стремились обратить свою веру в надежде на то, что тогда вражды не будет, потом поняли, что не помогает. Даже единоверцы начинают друг против друга выступать, потом поняли, не веру надо обращать, нужно своего человека поставить во главе. Турки поставили своего человека во главе Армении и забрали то, что они не могли забрать 40 лет почти. Ну и до этого не могли. Они поставили своего человека и с помощью него и через него забрали все, что хотели. Сделали все, что хотели и продолжать. Понимаете? Вот своего ставленника надо ставить, и все. И дело в шляпе. И то же самое хотят сделать в Беларуси. И используют молодежь, используют неокрепшую психику, обещая им все, что угодно, что там будут миллионы раздавать и прочее. Нужно объяснить этим детям, что, ребята, это западная политика. Она такая. Сначала ставят человека с помощью молодежи, совершают переворот, потом от этой молодежи избавляются, создавая войну. Грузия вам пример, Армения вам пример. Молодежь вышла на улицу, молодежь совершила переворот, молодежь привела и посадила на эти места Саакашвили и Пашиняна. Через некоторое время от этой молодежи надо избавиться. Для чего?
Для того, чтобы было спокойнее, потому что эта молодежь может точно так же его свергнуть, если он не оправдает их надежды. Устраивает войну, и молодежь сметают, уничтожают практически. Остается тот народ, который не может сопротивляться. После чего начинает получать у этой страны, у этого народа все, что они хотели. Ради чего они привели этого, посадили туда. Понимаете? Вот то же самое грозит Беларусь, если молодежь не очнется и не поймет, о чем речь. Все предельно ясно. Тех, кто привел тебя к власти, тех надо уничтожить. Дабы концы в воду, и чтобы потом они не мешали. Эта молодая сильная кровь может потом против тебя восстать. Чтобы этого не случилось, надо убрать это все. И любой вот просто приход такого человека к власти грозит тем молодым людям, которые его приведут, смертью, войной, уничтожением. Понимаете, о чем речь? И уничтожением не ради приобретения, а ради того, чтобы их не стало. Они найдут, как это сделать. Спорных территорий в мире очень много. На этом все. Казахстан. Ой. Очень шумный год. Это убийство какого-то знаменитого человека. Сначала будут говорить, что это обычная смерть, бытовая, ну, в общем, смерть. Потом окажется, что он был отравлен. Потом раскроется некая схема, по которому эти деньги большие, значит, собирались на детские там оздоровительные какие-то программы и так далее, которые ушли куда-то в офшоры. Начнется большой скандал. Это будут люди, приближенные президента Казахстана. Народ, который во время правления еще бывшего президента, ну, наверное, лет 30 назад, степняки в основном, их поселили на такие, ну, в тех домах и в этих селениях, откуда уезжали русские, откуда уезжали там немцы и прочие другие народности. И они полностью запустили там, полностью все развалили. Хозяйство и прочее разваленное все. И вот в этих местах постоянные разбои, нападения, постоянные убийства, постоянные какие-то, в общем, вот с этим народом. Не хочу их называть, ну ладно, назову карабулаки. Будет прям вот... Ожесточились люди. Полная ненависть. Если они в прошлом году взяли курс пророссийский, мы это видели. В этом году тоже будут продолжать этот курс, но поделится на два лагеря. Пророссийский, я бы не сказал прозападный, те, которые против всех. Избиение, насилие над женщинами, публичные скандалы, в школах насилие, между соседями нет человеческого отношения, отравление там табуна соседей, не знаю, собаки соседа, нападение волков, нападение степных шакалов на скот. Но в то же самое время, опять же, и Казахстана тоже касается. Это большой приплод, это расширение хозяйства, это, ну, то есть сельское хозяйство вообще буйство цвета, скажем так, очень богатый урожайный год. Но вот нету покоя, нету душевного равновесия среди людей.
нападение на каких-то мажоров, разборка, которая прям будут обсуждать чуть ли не в парламенте государства. Запретят какой-то вид транспорта какой-то. Или, ну, не совсем прям запретят, но то есть по специальным каким-то специальные права должны приобрести на них. Много аварий. Кот волка все-таки. Кровь, кровь. Уйгуры. У них тотем волк. Вот от этого народа что-то хорошее ожидается Казахстану. Может быть, люди этой национальности начнут занимать высокие посты должности. Но они что-то вот такое вот, именно уйгурского происхождения люди. Их момент взлета в Казахстане. Смерти рожениц. Будьте очень осторожны. Если у вас дочери беременные, там, снохи, может, вы сама ждете ребенка. Обязательно перед тем, как выбрать клинику, узнавайте очень хорошо. Лучше заплатить, но чтобы было обслуживание как положено. Потому что есть смерти рожениц. Опять же, месть брошенных женихов. Год и браков, и разводов. Большого количества. Но в Казахстане окончательно или образуется, или по новой, ну, в общем, женское общество, которое будет противостоять семейному насилию. Им выделят отдельное здание. Некоторые мужчины будут пытаться это оспорить, напасть, скажем так. В полицейских участках должно быть обязательно наличие женщины, которая выслушает, поймет, напишет. Потому что женщина, которая приходит и плачет, что ее муж избил, и там напротив сидят мужики, которые точно так же делают в своей семье, навряд ли они будут сильно следить за тем, чтобы этот муж, так называемый, понес наказание. Согласны? Я тоже так думаю. Год чистых источников. Очищение воды. Фильтрации воды. Год леса. Как и везде. Опять же, будьте осторожны с лесом. Не ходите одни. Лесные духи, они в этом году не очень жалуют людей. Ну и возрождение древних традиций, древних культов. Религия отступает в этом году. Хоть и есть, конечно, не без этого, но она отступает в этом году. Сопротивление очень сильное у народа. На свадьбах начинает срывать платки матери, начинает заставлять своих дочерей одеваться более современно. Женщины перестают, многие, на работе или где-то носить эти платки. Постепенно переход в светское государство. Хотя двоеженство еще сохраняется и будет сохраняться. Будет очень большой скандал, связанный с отцом семейства, который насиловал своих дочерей много лет. Огромный скандал. Там чуть ли не до смертоубийства. Аресты местных чиновников, которые об этом знали и молчали.
Еще выяснится, что у них еще была дочь, которая была убита тайком, с семьей похоронена. И так никто и не знал много лет. Вот такая вот страшная тайна. И самое неприятное, что это человек религиозный какой-то лидер. Он кто-то в этой сфере. Вот. Пойдемте далее. Кыргызстан. Очень сильное сопротивление светской и религиозной власти. Избиение в школах учителей, которые требуют без платков ходить. Нападение на людей на улице, которые, борются с этим всем. Смерть 3 известных людей. Прям друг за другом. Падение какого-то, не полностью здания, части исторического здания. И скандал, связанный с тем, что на реконструкцию деньги были выделены. Это все было, в общем, разворовано и прочее, прочее. Но культурный подъем, с одной стороны. Частые концерты, открытие каких-то театров, малых таких, может, частных театров, гастроли по стране. Приближается празднование какой-то знаменитой даты в истории Кыргызстана. Год сильных независимых женщин. Пропаганда того, что женщина должна работать, она должна в этой жизни утвердить себя, найти себя, что женщина должна получить образование, чтобы выдавали дочерей не рано замуж, а дали им возможность получить образование. Очень много молодых учителей будут направлены в селение. Опять же, будут поощрять подъем сельского хозяйства. В Кыргызстане придут новые люди. Не полностью к власти, но основное. Придут новые люди. Это начало какого-то возрождения страны. Часто будут показывать о судьбах женщин, у которых мужья уехали в другие страны, например, в Россию. Оставили эти семьи. То есть будут уделять внимание вот такому плачевному состоянию, что этим женщинам приходится одним поднимать детей. Будет выведена новая порода коней. Это такая помесь арабского скакуна и местных степных. То есть вот такой тяжеловес, но в то же самое время изящный, красивый. И начнут покупать. То есть это очень удачная селекция такая произойдет. Юрты. Городок из юрт, как какой-то город образуется. Такой городок из юрт. Может быть, туристический центр какой-то. Неплохой год. Есть
конечно, народные волнения коснутся Кыргызстана в том числе, но неплохой год. Год какого-то такого смирения, что ли. Где-то копание в себе, где-то желание вернуться к корням. Как-то так спадет немного градус ненависти друг к другу. И на удивление легко воспринимаются эти все реформы, которые запрещают все эти религиозные атрибуты и прочее в общественных местах. Бунта не будет. Такое чувство, что народ, в частности женщины, давно хотели этого, а за них это сделало государство. Но в одном месте будет затопление большое. Выйдет река из берегов. Хотя там редкие такие затопления, в основном это такие горные реки, там больше горный ландшафт. Ну вот такое вот случится. И новая туристическая новая база будет построена, необычная такая, на берегу озера. Какого, не могу сказать. Озера большого. Так, Таджикистан. Вас радовать нечем, к сожалению. У вас руководство погрязло в коррупции настолько, что воруют чуть ли не мешками. Арест одной известной женщины, которая была женой, и сейчас есть, наверное, женой, официально, по крайней мере, одного известного политика. У нее там и дома, и шопинги в Париже, и земли, и целое селение, которое там под ее руководством находится. Очень много украденных бюджетных денег, очень много. Насилие в семьях, нужда, из-за нужды это все. Хотя в селе, я скажу, что опять же урожайный год, но народу некуда реализовать эту продукцию. Негде. Это начало очень больших реформ, и как бы не дошло до гражданских столкновений. С Афганистана везут эту дурь, опять распространяют. Очень большое количество, особенно с окраинных селений, молодежи, которые вовлечены в это все. И это очень губительно для генофонда нации. Но есть и хорошая новость, что люди, которые мастеровые, люди, которые ювелиры, люди, которые изготавливают какие-то народные, там, этнические такие сувениры и прочее, они могут найти рынок. В Душанбе откроется такая компания, которая будет отправлять в другие страны, то есть торговать с другими странами именно этими всеми сувенирами национальными и прочими. Вам нужно будет поискать, найти их, заключить договор. Конечно, они дешевле будут покупать ваши изделия, потому что у них с наценкой потом будут продавать, но, по крайней мере, у вас есть надежда, что вы это продадите. В отличие от России, Таджикистан все-таки не находится под санкциями. Я просто удивляюсь вам, дорогие люди, почему вы, имея такую богатую страну, такие ресурсы, такую красивую страну, имея возможность вести сельское хозяйство и прочее, прочее, не делаете этого. И едете в другие страны, за копейки работаете, не везде вас принимают. Вы знаете, какая сейчас ненависть по всему миру к инородцам, какая обстановка и так далее.
вы имеете больше возможностей, чем даже люди в России, потому что у вас есть и эти все денежные международные переводы, у вас есть и возможность в другие страны отправлять и продавать свою продукцию. Ну, почему вы не делаете этого? Почему вы не хотите развиваться, читать, узнавать побольше? Всему виной вот эта вот необразованность и отсталость, которая началась 30 лет назад. Раньше в Таджикистане были начитанные люди, люди умудренные опытом. Сейчас многие читать, писать не умеют. Когда человек не уделяет время своему образованию, он беспомощный. Он всю жизнь будет зависеть от других, он будет зависеть от копеек, которые ему дадут. Он будет зависеть от других стран, от миграционной политики и прочее, прочее. У вас все возможности создать свой рынок и жить за счет себя. Не уезжая из страны, не горбатясь за копейки, не выслушивая самые последние оскорбления и прочее. Я просто удивляюсь, правда. Потому что там действительно отличные ювелиры, там действительно люди, которые умеют вести сельское хозяйство, там работоспособные люди, люди, которые за любую работу берутся. Почему у себя этого не делать? У вас будет развиваться сельское хозяйство, и люди, которые мастеровые, люди, у которых есть голова, люди, которые могут руками что-то смастерить и сделать, будут на вес золота. Если вы сделаете акцент на сельское хозяйство и на национальные вот эти все традиционные эти направления ремесел, да, вы многого добьетесь. Но надо хотеть, надо думать. Надо развивать сознание. Нужно иметь пытливый ум и думать, где найти выход. И выход есть. У вас этот центр откроется в этом году. И это очень большое спасение для многих людей, которые не знают, куда себя реализовать. Узбекистан. Там, к сожалению, идет упадок, большая безработица, очень большая коррупция на местах, скрываемая преступность, ну, то есть местные власти, и религиозный контроль, подчинение полностью просто людей. Вы должны этому всему сопротивляться. Появление каких-то банд, которые будут терроризировать сельское население, разборки и прочее, и прочее. Но вторая половина года более удачная. Это открытие иностранных каких-то предприятий, которые вам обеспечат рабочие места. Это новые заключенные договора с российскими предпринимателями, то есть российским рынком, и продукция, которую вы можете реализовать, отправить. Какие-то новые условия вашего пребывания на территории России. Какая-то большая помощь надвигается к вам. Может, в виде каких-то центров, может, в виде какой-то гуманитарной помощи, может, в виде каких-то новых больниц, лечения детей и так далее. Но оно будет в начале апреля. До этого то же самое. Ваши таланты, мастерство, сельское хозяйство в основном. Какое-то строительство нового такого туристического городка, и он обеспечит на несколько лет работой всех хороших мастеровых и строителей в Узбекистане.
поощрение народных ремесел там и прочее. Ну, такой год возвращения к корням, я бы сказала. Многие вернутся на родину. Пополнение народом. Возвращение на родину. По каким причинам? Может, экономически, может быть, наоборот, хочется в своей стране жить, но возвращение туда. В Ташкенте открытие 2 больших международных центров обучения, бесплатного обучения детей каким-то навыкам, там, значит, ведение бизнеса, различные там языки и так далее. Ну, если у вас будет возможность отправить ребенка, потому что там рядом с этими университетами будут и студенческие общежития, будет замечательно, потому что это основа будущего. Там будут подготавливать, то есть специалистов готовить, которые в дальнейшем очень многого могут добиться в других странах, в том числе не только в Узбекистане, ну и вернуться обратно. По этой программе будут отвозить, то есть отправлять в Польшу на обучение, в Англию. Ну, западная, да, она западная, но пользуйтесь моментом. Они бесплатно просто так ничего не делают, но в любом случае, пока это есть возможность, воспользуйтесь этим. Азербайджан. Бедность. Ужасная бедность. Очень много недовольных выступлений. Выплат нет. Никакой помощи нет населению. Более того, новые программы в Баку будут осуществляться. И это тоже за счет ваших налогов. Ужасная бедность. С Россией усугубятся отношения с Ираном. Потому что Иран обвиняет Турцию, Азербайджан в создании этих всех волнений, бунтов на своей территории. Возвращение многих на родину из России. Я бы сказала, изгнание. Много смертей. И опять же, хорошая новость – это развитие сельского хозяйства, но рынка нет. Продать некуда. Грузии не продать, Грузия сама по себе не знает, куда свою продукцию продавать. В Иран в этом году не вывести, Иран закроет дороги. Поставить запрет. Россия тоже. Западный рынок столько не возьмет, не нужно ему. Ну, ситуация не очень. Но в то же самое время, скажем так, рождение здоровых детей, мало детской смертности, как-то так, оздоровление народа там, ну, после вот всего происходящего. Но землетрясение ожидается. Причем сильное. И несколько раз. Наводнение. Частые наводнения. Молнии станут таким наказанием каким-то. Удары по большим башням, по вышкам. Постоянные молнии весь год. Лес оздоровится. Но источники грязные в этом году. Очень много болезней от вод. И объясню почему. Потому что сточные воды будут
выливаться прямо в реки. Пока это узнают, стафилококк обеспечен многим. Поэтому живущие в больших городах, мой вам совет, кипятите воду. Вода будет нехорошая. Неуспешный год. Не очень. Потом заболевание вашего президента. Он в этом году очень плохо будет выглядеть. Бледный, больной. У него заболевание начнется. Между кланами грызня. Между главами поселений, городов. Прям мафиозные группировки образуются. Народ в тени, народа там нету. Ну, то есть народ в проигрыше там, к сожалению, и много лет будет так. Вопиющая бедность. И непонятно почему, потому что вроде бы все ресурсы есть, все возможности в принципе есть, но продукцию негде реализовать, ну, по крайней мере, можно его использовать, да, среди своих. Упадут цены на продукты. Единственное, мясо там возрастут, а остальное, как бы наоборот, на спад идет. Молоко точно так же. Очень много смешанных браков будет в Азербайджане. Там азербайджанки и турки. Ну, турки это ладно, один народ, в принципе. Пакистанцы, индусы, таджики, которые там работают. Много смешанных браков. Потом эти девушки уедут с мужьями, так что это относительно потеря для страны. Вандализм. Теракт. Ну, как бы вам сказать, вот сельское хозяйство, оно очень такое богатое в этом году. То есть с голоду люди не будут помирать на улицах. Но бедность относительно того, что, ну, самые такие минимальные нужды людей, дом, тепло, плата за газ, за свет и так далее, постоянно будут люди в долгах. Потом очень многие приехали, еще приедут в страну обратно. А значит, некому поддержать и некому работать и отправлять семьям деньги. Ну вот, понятное дело, что много людей, мало денег, мало возможностей. Ну, еда в изобилии, да, но еду только и кушать, понятно. А продавать, а детям образование дать, дом строить, понимаете, вот на это все средств нет. Не выделяется. И клан Алиевых, чем дальше, тем больше, скажем так, грабит народ. Хотя там, скажем, канал Ким Чен Ирия постоянно вещает о том, что все хорошо, все замечательно. Мы самый крутой народ, самый богатый. У нас все замечательно и хорошо. Кроме Баку у вас жизни нету, я вам сразу скажу. Дальше Баку жизни не существует. Хотите увидеть свою страну настоящую, чуть подальше уезжайте от Баку и сразу увидите всю истинную картину Азербайджана. Разворовывается все. И вот их семья, как спрут, пустила свои щупальца. Везде свои люди. Везде. Вплоть до директоров школ и заканчивая там главами сельсовета. Везде свои уши, везде свои шпионы. Я вижу восстание народов, которые там живут давно, до прихода тюрков.
Это аварцы, это талыши, в основном талыши. Народные такие восстания, бунты. Нехороший год. Год высокой смертности мужчин. И причем самое интересное, что от запрещенных веществ и водки. Много пьянства. Очень много нездоровых, вот, то есть нездоровое поколение. Пьянство и вот это, то. Вот, собственно, прогноз, какой я вам могу сказать, и так и будет. Так, Грузия. Ой, в Грузии будет грызня весь год. Во-первых, смерть одного из духовных лидеров. И по цепочке смерть известных людей, смерть пожилых актеров, смерть литераторов, писателей. Грузия, в этом году ты потеряешь очень много своих достойных сынов, опору нации. Очень много. На их место придут воровитые люди. Увы. Год духовного падения. Когда на стенах храмов будут писать там «Каха любит Тамрико, равно любовь», вот что-то из этой серии. То есть люди, которые свое культурное историческое наследие не уважают. Стычки. Стычки между мусульманами и христианами в Грузии. Весь год. Агрессия детей в семьях. Уход детей. Много малолетних связей. Незаконнорожденных детей. Малолетних девочек. Начнутся разборки. Начнутся с Тбилиси и дальше пойдут по всей стране цепочка. Связи грузинок, девушек с инородцами. Измен очень много в этом году в Грузии. В семьях. Много измен, много разводов. Много таких открытых светских скандалов. Волк будет прям сжирать вот все то, что в эти годы было создано. Митинги. Один раз выйдут против России, второй раз выйдут против Запада, третий раз выйдут против голубых, четвертый раз выйдут против духовных этих террора духовенства, религии, как им кажется. Пятый раз выйдут против исламских каких-то этих сооружений, которые строятся. Шестой раз они выйдут против христиан. Вот весь год Грузия вот туда-сюда. Эти тех кушают, те других. Постоянные бунты, постоянные разбои, постоянные скандалы, постоянные чьи-то там увольнения. Кто-то сидит, кто-то кого-то осуждают, кого-то выгоняют. Политики будут драться в прямом эфире, бить друг другу морды. В общем, вот скандальный год. Очищение рек. Люди, особенно в селениях, будут выходить вместе, требовать чистку рек, требовать закрытия каких-то предприятий. Сожгут очень большую такую лошадиную ферму
Но лошади успеют спастись. Но это вот это месть какому-то из олигархов, убийство детей олигархов. Очень шумный год. Пожары, наводнения и очень высокая урожайность. Видите, какие вот прям вот перепады. Кстати, сегодня за много лет Луна очень близка к нашей планете, и это называется Волчья Луна. Представляете? Волчья Луна, и вот это год люто. Лютый год, и все будут лютовать. Но в то же самое время в Грузии очень высокая урожайность, высокая рождаемость скота, высокая рождаемость детей. Мальчики родятся. Ай, когда мальчики рождаются, начинается страх. Лет через 20-30 природа восстанавливает потерю или заранее готовится. Да, не хочу говорить, но, к сожалению, это так. Дождливый год. Лес будет зеленый. Изобилие полей, изобилие винограда, изобилие фруктов. Земля будет оздоравливаться. Традиции, обычаи начнут восстанавливать. Постоянно какие-то свадьбы традиционные. Невесты будут отказываться от белого платья, они будут надевать грузинские национальные костюмы. Понимаете, он не плохой и не хороший год. Он такой разнообразный. Кнута и пряника. Вот такой год ожидает Грузию. Молдова. Молдове точно так же, как и во всем мире, народные волнения, поднятие цен, урожайный год в сельском хозяйстве, ну, негде продать продукцию, нету рынка. Запад обманет Молдову, и все эти обещания окажутся вообще ничем. Никакого рынка, никаких новых возможностей Молдове не предоставят. Много молодежи будут уезжать то есть в поисках более-менее сносной жизни. Поскольку там образуется очень большая оппозиционная сеть, и прослушка вашей Санду, ее личные сообщения и многое другое, ее офшоры, ее тайные денежные счета, это все раскроется. Будет очень большой скандал, будет восстание, будет очень такое сопротивление, значит, Гагаузия, во-первых. Приднестровье. Опять там начнутся настроения такие антиправительственные. Все время пытаются расшатать вот это вот состояние, ну, чтобы ослабить страны вокруг России. Единственное, что могу сказать, в Молдове народ начинает прозревать. Народ начинает понимать, что, ну, кто враг, кто друг. Насильственная румынизация Молдовы, поднятие налогов,
давят малый бизнес. Большие корпорации, которые имеют связи в правительстве, пытаются, всячески выдавить своих конкурентов. У них отчасти это получается и получится дальше. Абсолютно вот такой вот начало, знаете, как и прозрение, и не совсем. То есть одна часть населения, которая до сих пор в дреме находится, они ждут каких-то посулов из Америки, из Европы. А другая часть, поняв, что их обманули, начинают подавать голос, начинает говорить. То есть показывать свое несогласие. Пока еще это ничего такого не будет значимого, но единственное, что это начало конца Санду. Этот год постепенно ее вытравливает. Ее партию, ее прозападных друзей и прочее. Если это вас утешит, вот этот год начнет грызть ее оттуда, выгрызать. Далее. Туркменистан, он не входит в состав СНГ, насколько я знаю. По крайней мере, он вокруг нас, в общем, постсоветское пространство. Вы знаете, ничего не могу сказать про эту страну. Народ безропотно терпит это рабство. Скоро людей вообще не будут оттуда выпускать. Без ведома государственных мужей, без их согласия. Бедность. Очень большой процент самоубийств. Опять же, год будет урожайный, но бедный в отношении, то есть имеется в виду в денежном и финансовом отношении. Люди не могут выезжать, у них нет возможности, им не создают ничего для того, чтобы трудиться. И вот эти все каналы Ким Чен Ира хвалят их лидера, благодарят небеса за то, что он такой замечательный и так далее. Но это тоже начало конца этой партии. Это начало все-таки свободы этого народа. Начнется брожение умов. В этом году вообще все страны, у которых есть какие-то ресурсы, в основном нефть, газ и прочее, будьте осторожны, везде будут пытаться устраивать революции. Кстати, в Азербайджане тоже будут пытаться устраивать. Пока слабовато, но к этому идет. Пока что он подчиняется, делает, как ему велят. Как только он немножко отойдет в сторону, его сразу скинут. Вместе со всей семьей. Не раз так делали, и более сильные семейства убегали. Так что им не впервой. И наша разлюбезная незалежная. Что я могу сказать? Еще 2 раза в этом году помогут вам деньгами, которые осядут в карманах чиновников. Оружием, которое не совсем пригодно, и одна часть будет продана арабским шейхам, а вам отправят шиш с маслом. Жертвы уже перешкалили у них больше 2 миллионов. Ничего хорошего о вас сказать не могу, еще потеряйте регион. Но этот год вынудит вас постепенно смириться со своим положением и со всеми потерями. Высокий год самоубийства точно так же. Пожаров. Партизанской войны против режима. Убийство 2 лидеров правящей партии.
Ну, раскрытие там воровства и так далее вы привыкшие. Не удивляйтесь этому, не сопротивляйтесь, поэтому об этом говорить и смысла нет. Это год, когда там начнут осознавать, что ничего невозможно не вернуть, не одолеть, уже все. Ресурсы заканчиваются в этом году у вас. Дедушка Трамп вам пообещает, но не сделает. Будет крупный скандал с вашим зеленым человечком. Его пригласят туда. Его там отутюжат. Еще немного вот этого всего. И, собственно, все начинает уходить на убыль. Он готовится к побегу. Уже его семья уехала далеко. И лидеры ваши, всех крупных партий и прочее, потихоньку рвут когти. Они начинают уходить, уезжать. Потому что в один момент они все сбегут. А вы останетесь у разбитого корыта рядом с могилами ваших детей. Это все, что у вас есть в данный момент. Год такой же урожайный, как и везде. Только рынка сбыта нет. Поднятие налогов. Новые партии детей, которые туда будут возить. Огромная коррупция, но я хочу сказать для тех выродков, которые в машинах едут, хватают людей, тащат и отвозят, и за это получают большие деньги. Где-то родители выкупают, где-то их государство им платит за старание. Ваши дома будут гореть вместе с вами. Потому что когда война закончится, а люди вас знают, запомнили, они вам покоя не дадут. Ни у себя дома, ни вне дома. Это вы должны знать. Вот, собственно, мне кажется, этого достаточно. На этом все. Я еще продолжу, конечно, есть еще несколько тем. Если нужно будет дополнять, потом дополню. Пока что достаточно. Всем удачи!